Ребята, всем привет! С вами Влад. Сегодня мы будем играть в игру Zero City, и к нам подъехало новое событие. Это событие прототипов «Кровавый маскарад». Мы должны будем собирать карты и должны будем их использовать для собирания коллекций, а потом для выбивания прототипов. Бьются прототипы везде, у нас новая локация, вот такая красивая «Кровавый маскарад» называется. У нас много разных красивых таких скинов. Давайте посмотрим их сразу же вообще. Очень, если честно, смахивает на маскарад с игры Assassin's Creed, если честно. И прямо слишком, я бы сказал, где там был Эцио Аудиторе на данном мероприятии, фестивале в Италии масок. Также я вот посмотрел сюда и смотрю на оружие вот этой мадам в маске бело-желтой и думаю то, что скопировано оружие у Китаны из Mortal Kombat. Посмотрел на топорик. Ну, топор прям очень похож на один из топоров из Dying Light. Как раз я недавно в него играл и потому так вот подумал про него. Плюс я бы сказал то, что сама вот эта тематика, вот как луна нарисовано, что-то похоже на Castlevania, что ли. Могу сказать то, что одно. Данный ивент и арт, который сегодня нам выкатили, разработчики классно нарисовали. Мне очень нравится он. Также хочу напомнить вам про трофей бункера. Обязательно переходите на сайт при покупке пропусков или еще других вещей и получите скидку в 15%. Также обязательно используйте мой промокод VLJ для того, чтобы поддержать мое творчество. Давайте перейдем, наверное, ближе к данной мадам. Вот она, это кровь, наверное, она пьет, а не вино. Конечно же, у нас 3 прототипа, очень такие красивые. Это ночная мышь такая, челюсти и сердечко. Бьются они с 3 разных локаций. У нас тут, как обычно, 3 пропуска. Напоминаю то, что надо использовать обязательно мой промокод VLJ. Вот такой классный, обалденный, офигенный питомец, который будет у вас в убежище, если вы купите большой пропуск. Владислав, летучий вампир, вылечит обитателя убежища с помощью искусства кровопускания. Классно, мне нравится летучая мышь, такая приколюшная. У нас новый дизайн, тут будет локация Кровавый маскарад. Да, красиво. Красиво, красиво, красиво. И тут, как обычно, плюшки. Разные, хорошие, интересные плюшки, которые мы получаем за пропуска. Если будете брать пропуск, не знаю, берите средний или большой. Я все-таки советую большой. Если уж берете, то сможете тащить разные плюшки и от соревнования, состязания, да, линии состязания. Итак, что тут у нас бесплатное? Походный набор перо иллюзий. Раз в некоторое время бойца нельзя оглушить в течение 5 секунд, и он себе восстанавливает 30% здоровья. В утиль. Дизайн хороший, функционал фиговый. Браслет. Слеза Венеции. Раз в некоторое время выпускает снаряд случайного бойца противника. Сначала наносит 120 тысяч химического урона и снижает химическую защиту на 20% на 3 секунды. Снаряд отскакивает по 3 бойцам противника. С каждым отскоком снаряд наносит на 20% больше урона. В принципе, неплохой браслетик. Такой, нормально. Устройством. Раз в некоторое время на бойца нельзя накладывать эффекты, ограничивающие передвижение, оглушение, заморозку, паралич, слизь, страх в течение 4 секунд. В аномалке это прям будет 5 секунд, и это будет круто, наверняка. Также в течение этого времени, если боец получает отрицательный эффект, то он парализует случайного бойца противника на 2 секунды. Неплохо. В это время парализованный боец противника не может двигаться и получает на 35% больше урона. Способность срабатывать не чаще, чем раз в 1 секунду. В принципе, среднее, если честно. Устройство ничего особенного. Это у нас легендарное спецсредство. Кровавая подпитка. В течение всего боя работает. Переливание крови. При реанимировании бойца противника реанимированный боец оглушается на 3 секунды. Полезное свойство. При смерти союзного бойца владелец спецсредства реанимирует его с 25% здоровья и увеличивает ему урон на 50% на 3 секунды. Неплохо.
Каждого союзника бойца, союзного бойца владелец спецсредства может реанимировать только один раз. Ну, в принципе, каждого бойца, если он поднимет сразу же, это уже очень круто. Поэтому он сразу же его поднимает. Это прям хорошее спецсредство. Хорошее, очень хорошее, я бы сказал. Полезное может быть. Бесплатное спецсредство за собирание коллекции. У нас тут, большое описание и 11 секунд. Ну, в принципе, нормально. Раз в некоторое время. Звуковая атака. Боец включает колонку на всю катушку и накладывает оцепенение на 3 случайных бойцов противника. Приоритетно химиков, то есть 3 химика на 4 секунды. На бойцов, на которых действует оцепенение, накладывается контузия, и они не могут использовать никакие способности, кроме комплектных. Очень полезное спецсредство, уже могу сказать. Причем, если учесть то, что это бесплатно, так вообще топ. Также, если боец, получивший оцепенение, умрет в течение 4 секунд после получения оцепенения, то он не может быть реанимирован в течение 3 секунд. Также у бойцов, получивших оцепенение, раскалывается броня. То есть он блокирует реанимацию, еще раскол брони вводит. Нормально. При расколе брони бойцы противника получают чистый урон, равный 20% от своего максимального запаса здоровья, и их физическая и химическая защита снижается на 35% на 4 секунды, максимум 3 эффекта. Также эти бойцы противника получают чистый урон, равный 25% от их максимального запаса здоровья в течение 4 секунд. Хорошее спецсредство, одобряю. Можно вводить в отряд, оно полезно будет. Контузия плюс блок реанимации возможный, это прям хорошо. Но в зависимости от того, насколько оно заработает в то время, когда химики чужие будут в стазисе, к примеру, или в допинге. Надо думать, надо смотреть. Все, по-моему, тут больше ничего нету, таких изменений. Все, да. Также, ребята, у нас есть 2 больших обновления еще. Нам привезли новый комплект. Это плазменный каратель. И самое интересное, это, конечно же, спутники. Спутников мы будем рассматривать в самом-самом конце. Поэтому, если кому интересно, будет тайм-код, и переходите, смотрите по тайм-коду. А сейчас мы будем рассматривать нашего нового пехотинца. Это что за помесь Бэтмена с летучим этим чуваком? Как они назывались в DC, в комиксах DC? И причем недавно тоже было, вот фильмы когда выходили, как раз вот я не помню, как они назывались. Вот тоже ровно вот та же самая маска. Ну, короче, это дочь и сын вот этого пернатого существа и Бэтмена, короче. Хотя прикольный, короче, ну, могу сказать, дизайн мне нравится. Красивый, вот. Итак, смотрим, что он нам предлагает в 6 предметах. Раз в некоторое время плазменный каратель метает плазменные топоры в 3 случайных бойцов противника. Топоры при попадании вытягивают жизненные силы из целей на 4 секунды и наносят им чистый урон в размере 30% от максимального здоровья плазменного картеля, говорю. Этот урон игнорирует читы и эффекты, снижающие получаемый целями урон. Нормально. При вытягивании жизненных сил бойцы противника наносят на 35% меньше урона и получают на 60% больше урона. То есть 3 цели, они получают 30% чистого урона, который не срезается, и наносится им больше урона на 60% потом, и к тому же наносят сами на 35% меньше. Нормально, хорошо. Раз в некоторое время плазменный каратель впадает в ярость, и все его параметры увеличиваются на 40% на 5 секунд. Отлично, то есть и хпшка возрастает. Также в течение этого времени плазменный каратель каждую секунду запускает плазменный снаряд в случайного бойца противника. Снаряд отскакивает до 3 раз и при попадании наносит чистый урон в размере 15% максимального запаса здоровья цели. Этот урон игнорирует читы и эффекты, снижающие получаемый целью урон. Прям мега-дамагер какой-то у нас, а не танк. Также сфера при попадании крадет у цели 40% всех параметров на 5
секунд, максимум 3 эффекта. Очень мощная штука, кража параметров. Это, то есть, мы украли параметры и добавили их в себе. Кроме того, с 45% шансов плазменный каратель может напугать бойца, в которого попала сфера, на 2,5 секунды. Раз в некоторое время плазменный каратель издает громогласный рык, который оглушает всех бойцов противника 3 секунды и раскалывает их броню. Ну, прям, могу сказать, заявка серьезная. При расколе брони бойцы противника получают чистый урон, равный 30% от своего максимального запаса здоровья. Очень много чистого урона от него. Вот прямо я смотрю на него и могу сказать то, что он будет вносить огромное его количество просто-напросто. Химическая физическая защита снижается на 40% на 3 секунды. Да, мощненький мужик. Или женщина, конечно, да. Также эти бойцы противника получают чистый урон, равный 25% от их максимального запаса здоровья в течение 5 секунд. Когда эффект оглушения от громогласного рыка заканчивается, у цели способности снижается урон и скорость атаки на 35% на 3 секунды. Ну, что я могу сказать? Урона от него должно быть просто море. Если вы его не задушите сразу же, то он вам наваляет, прям жестко наваляет в плане чистого урона. Что касается выживания, он не снимает с себя негов, то есть это чисто урон. Вот много урона, очень много урона, я могу сказать. Давайте в модернизацию посмотрим, что дает тут модернизация. Прямо в 6 предметов, сразу же красненькая. При попадании топоров все бойцы противника в небольшом радиусе вокруг основных целей получают чистый урон, равный 65% от урона, полученного изначальной целью. Опять чистый урон, и причем просто нереальное количество. Плазменные снаряды при попадании дополнительно наносят целям чистый урон в размере 20% от максимального запаса здоровья плазменного карателя. В течение 3 секунд, когда плазменный каратель издает громогласный рык, он также снимает со всех бойцов противника 3 случайных щита или эффекта, снижающих получаемый урон. Ну, что я могу сказать? Да, у данного танка заявка на дамаг прям мощная. Посмотрим, что у него там, может, в одном из параметров сущности будет выживание, потому что выживание, я считаю, то, что ему будет сильно не хватать. Хотя параметры красть, ну, не знаю. У бойцов противников, в которых попал топор, снижается физическая и химическая защита на 35% на 4 секунды. Так себе. Когда плазменный каратель впадает в ярость, 3 ближайших союзных бойца также впадают в ярость, и все их параметры увеличиваются на 20% на 5 секунд. Отличная штука. Если бойцы противника умрут в течение 3 секунд после того, как плазменный каратель издал громогласный рык, то их нельзя будет реанимировать в течение 4 секунд. Топ. Очень мощная заявка на топовую сущность. Желтая блок реанимации, прямо и у баф отряда. Круто. Плазменный каратель восстанавливает себе здоровье в размере 40% от нанесенного топорами урона. Когда плазменный каратель впадает в ярость, то по нему также уменьшается входящий урон на 35%. Тоже хорошо. Когда плазменный каратель издает громогласный рык, он также восстанавливает себе и всем союзным бойцам здоровье в размере 25% от своего максимального запаса здоровья. Вот каждому не от своего, а его запас здоровья, чтобы каждый восстановил по 25%, вот тогда это было бы мощно. А так я все же к желтенькому склоняюсь. Меньше выживания, но зато баф отряда. И блок реанимации. Прям интересно. Очень интересный комплект. Я обзор на него буду выкатывать. Сущности, чтобы его покрасить, у меня есть. Я, возможно, покрашу его в желтенький цвет и буду тестировать и показывать вам, как он бьется. А теперь мы переходим к самому интересному. Это же, конечно, к спутникам. Тут у нас их 9 штук. И смотрим, что они дают. Вот он такой красивый. Не хочу я рекламу и так далее. Они дают нам параметры. Вот параметры такие классные. Пробитие 230 тысяч. Ничего себе. Плазмид. Это у нас хранилище. И смотрим, что он дает. Отравленные споры. Раз в некоторое время покрывает кислотой 2 самых ближайших бойцов противника. Пока я еще не забыл. Одному бойцу можно повесить одного вот такого чувака. К сожалению, иначе никак. Нельзя одному бойцу, к примеру, поставить 2 или, к примеру, 2 бойцам одинаковых
таких чуваков, к сожалению. Хотя мне, знаете, вот если бы были одинаковые, можно было бы собрать бойцам, было бы намного интереснее, то есть этих спутников. Давайте посмотрим, что дает нам отравленные споры. Мы прочитали начало. Покрывает кислотой. Это прокачивается вообще умение? Обычная улучшенная версия. Ух ты, тут это даже улучшить, оказывается, можно. Вот в чем дело. А как это повысить? Я не знаю. На 5 уровне, что ли, это повысить? Способность улучшиться? Да. Давайте смотреть сразу же улучшенную версию. Мне интересно так больше. Раз в некоторое время покрывает кислотой 2 ближайших бойцов противника на 5 секунд и отравляет 2 самых дальних бойцов противника на 3 секунды. Все цели способности не могут получать положительные эффекты в течение 3 секунд. Круто. Покрытые кислотой бойцы получают 425 тысяч химического урона в течение 3 секунд. Кислота разъедает броню, уменьшая ее на 15% каждую секунду в течение 3 секунд. Когда уменьшение брони достигает 45%, эффект держится еще 2 секунды. Отравленные бойцы противника получают 425 тысяч химического урона в течение 3 секунд. Скорость атаки и урон снижаются на 25% каждую секунду. Максимум 1 эффект. Мощненько. Прямо, я не знаю, очень мощно. Знаете, ребят, это прям жестко. Прям мега жестко. Так, второй ранг. У нас плазмид, вот он. Ядовитый всплеск. Посмотрим, что он дает на 5 звездах. Каждые 1,5 секунды боец наносит всем отравленным или покрытым кислотой бойцам противника и всем бойцам противника в небольшом радиусе вокруг основной цели чистый урон в размере 20% от максимального запаса здоровья основных целей. Ну, средненько. Вот первое мне, конечно, понравилось, приколюшная штука. Вот второе нет. Токсичный пар. В течение всего боя отравленные и покрытые кислотой бойцы противника получают на 35% больше урона. Также каждую секунду со всех отравленных или покрытых кислотой бойцов противника снимается по 3 случайных положительных эффекта. Вот это уже заявка крутая. Конечно, в улучшенном, в обычном не очень он токсичный пар, там только больше урона. А вот на 5 звезде снимается по 3 положительные эффекта, то есть бафа. Это прям круто, очень круто. Улучшенная версия «Увядающая жизнь». Когда боец противника отравляется или покрывается кислотой, то он не может восстанавливать здоровье в течение 5 секунд. Также, если боец противника умрет в течение 5 секунд после получения эффекта яда или кислоты, то он взорвется, и его нельзя будет реанимировать в течение 5 секунд. Ничего себе. То есть, все-таки ульта у него мощная. При взрыве все бойцы противника в небольшом радиусе вокруг погибшего бойца получают 400 тысяч чистого урона. Отравляются на 3 секунды и покрываются кислотой на 3 секунды. Отравленные бойцы противника получают 350 тысяч химического урона в течение 3 секунд. Скорость атаки и урон снижаются на 25% каждую секунду. Максимум 8 эффектов. Покрытые кислотой бойцы получают 350 тысяч химического урона в течение 3 секунд. Кислота разъедает броню, уменьшая ее на 15% каждую секунду в течение 3 секунд. Когда уменьшение брони достигает 45%, эффект держится еще 2 секунды. Начало хорошее, потом уже похуже, конечно. Ну, прикольный, мне нравится вот такой вот чувачок. Я не знаю, как они будут выглядеть вообще. Мне очень интересно, если честно. Переехали мы к другому. Вот летающая тарелка такая, Каразон. Он у меня не прокачан, только 3 звезды. Их вообще достать можно со всех локаций. То есть фармите абсолютно все, ребята, локации. Да-да. Плевок слизью. Смотрим прокачанную версию сразу же. Раз в некоторое время на 3 случайных бойцов противника падают слизевые снаряды. При попадании снаряды снижают урон, физическую и химическую защиту и скорость атаки на 25% на 3 секунды. Также в течение 3 секунд цели каждую секунду получают 350 тысяч чистого урона. Этот урон игнорирует читы и эффекты, снижающие получаемый целями урон. Неплохо. Чистый урон 350 косарей, нормально. Смотрим улучшенную версию тюрьмы и слизи. Это вторая способка его. Раз в некоторое время боец погружает 3 случайных бойцов противника в слизь на 3 секунды и наносит всем
бойцам противника в небольшом радиусе вокруг 500 тысяч чистого урона в течение 3 секунд. Погруженные в слизь бойцы противника не могут атаковать и передвигаться и получают на 40% больше урона. Да, нормально. По лимона чистого урона. По окончанию действия способности слизь взрывается и перелипает к 2 ближайшим бойцам противника на 3 секунды. Их скорость атаки уменьшается на 25%, и они начинают промахиваться с 50% шансом при атаке. Ну что я могу сказать? Вот самое важное в этой штуке, то что бойцы не могут атаковать и передвигаться, конечно же. 3 секунды. Вот это топ. Это очень мощно. Причем сколько там бойцов было? Еще раз покажите мне, пожалуйста. По-моему, 3 случайных бойца. Да. То есть на 6-м отряде, когда у вас в казарме, когда у вас 6 бойцов всего, ты можешь только им, например, вот этой вот штукой, заблочить 3 бойцов, чтобы они не атаковали. Это мощно. Это реально очень мощно. Поехали дальше. Генерация слизи. С 65% шансом при наложении бойцом противника эффекта, ограничивающего передвижение, оглушение, заморозки, паралич, слизи или страх, владелец спутника наносит этому бойцу противника и еще одному случайному бойцу противника 450 тысяч химического урона и погружает их в слизь на 3 секунды. Ничего себе. В течение этого времени цели не могут атаковать и передвигаться и получают на 40% больше урона. Очень. Вот мне очень нравится этот Каразон, я его буду тащить полностью. Он прям мега мощный. И вот я вот смотрю на него, и я понимаю то, что его надо тащить и в максимальном уровне. И уже я понимаю это. По окончанию действия способности слиз взрывается и прилипает к 2 ближайшим бойцам противника на 3 секунды. Их скорость уменьшается, и они начинают промахиваться. Сработает способность чаще, чем в 1,5 секунды. Да ничего, нормально. Тут и так шанс 65%, то есть тут столько всяких негативок, и ты можешь много грязи сделать. Мне очень нравится это. Массовый обстрел. Ульта. Так называемая, последний уровень, 4. Раз в некоторое время начинается массовая атака слизью в течение 6 секунд. Каждые 1,5 секунды на 2 случайных бойцов противника падают слизевые снаряды. При попадании снаряда снижают урон, физическую и химическую защиту и скорость атаки на 25% на 3 секунды. Также в течение 6 секунд цели каждую секунду получают 450 тысяч чистого урона. Этот урон игнорирует щиты и эффекты, снижающие получаемый целями урон. С шансом 65% при попадании снаряда цель может погрузиться в слизь на 2 секунды. В течение этого времени она не может атаковать и передвигаться. Опять не может атаковать и передвигаться. И получает на 40% больше урона. По окончанию действия способности слиз взрывается и прилипает к 2 ближайшим бойцам противника на 2 секунды. Их скорость атаки уменьшается на 25%, и они начинают промахиваться с шансом 50% при атаке. Ну, мне нравится. Мне правда нравится, очень нравится, особенно в 5-м уровне, когда вы докачаете, это прям мега жестко будет. Прям очень жестко. У меня вот Nexus, Каразон я еще не докачал его, я его буду качать. Плазмид пока меня не впечатлил, вот Каразон прям мне очень понравился. Давайте нашего умника вот этого повысим. Явно видно то, что он будет нам давать плюшки, но 150 частей это больно. Это очень больно. Давайте смотреть, что даст нам Nexus. Раз в некоторое время боец восстанавливает себе и всем союзным бойцам 350 тысяч здоровья, а также 450 тысяч здоровья в течение 3 секунд. Неплохо. Не, от АВ прилетели карточки. Дальше. Это, я как понимаю, у нас будет хилер. Да, аптечка летающая такая. Срочное спасение. С 35% шансом при получении отрицательного эффекта боец снимает с себя и всех союзных бойцов по 3 случайных отрицательных эффекта и восстанавливает всем целям по 15% здоровья. Ну, шанс маловат, конечно, 35% уже мало. Но снимать с себя и союзных бойцов по 3 случайных эффекта, это, конечно, хорошо. Приятненько будет. Дальше. Раз в некоторое время боец накладывает на 3 случайных союзных бойцов усиленное восстановление. С цели снимается 3 случайных отрицательных эффекта
И они восстанавливают 35% здоровья. Также у них увеличиваются все параметры на 35% на 4 секунды. Также цели способности в течение 4 секунд каждую секунду получают щит, блокирующий 2 атаки. Щит существует не больше 4 секунд, максимум 4 эффекта. Да, это уже мощно. Вот эти вот две обилки уже хорошо. Если первая это фигня, то вот вторая и третья обилка на втором-третьем ранге это уже серьезная заявка на то, чтобы его добавить в отряд. Раз в некоторое время боец восстанавливает себе и всем союзным бойцам 40% здоровья. Также на владельца спутника и 3 случайных союзных бойцов нельзя наложить никакие отрицательные эффекты. Топ. Его надо вводить. То есть Каразон и этот Nexus, их надо обязательно вводить в отряд. Прям обязаловка, я могу сказать так. Техрон. Жук такой летающий. Пчелка. Или шмель. Во. Шмель. Такие простые у него статы. Если его повысить, что он там даст нам? Давайте повысим. До 3 неплохо. Удвоились практически статы. Классно. Итак, смотрим. Раз в некоторое время боец крадет 30% знаний о химии у всех бойцов противника на 4 секунды и наносит им 500 тысяч химического урона. Понял. Отлично. То есть нам граната, которая была раньше у нас, нам нафиг не нужна теперь. Вот, пожалуйста. Дешифровка и вперед. Взлом замков. Но еще одна обилка. Раз в некоторое время боец пугает 2 бойцов противника с наибольшим знанием химии на 4 секунды. Много, очень много. И накладывает распад на их броню. При распаде боец получает 400 тысяч чистого урона, и его химическая защита снижается на 35%. Максимум 3 эффекта. Также этот боец противника получает 550 тысяч химического урона в течение 4 секунд. Неплохо. Страх плюс чистый урон наносит, и еще химический урон поверх, и раскладывает броню. Хорошо. Супер. Раз в некоторое время в течение 5 секунд боец и 2 ближайших союзных бойца получают на 65% меньше химического урона. Ну, в принципе, неплохо. Очень неплохо. Улучшенная версия. Раз в некоторое время боец крадет 35% знания химии у случайных бойцов противника, приоритетных химиков. А их можно красть и не у химиков. Ну да, там можно же стимуляторами прокачать. На 5 секунд и накладывает на них контузию. Бойцы противника не могут использовать никакие способности, кроме комплектных, в течение 5 секунд. Также в течение 5 секунд каждую секунду цели способности получают 200 тысяч химического урона и дополнительный химический урон в размере 15% от знания химии владельца спутника. Также каждую секунду с цели способности снимается случайный положительный эффект. Она и все бойцы противника в небольшом радиусе вокруг оглушаются на 1 секунду. В принципе, очень даже неплохо. Конечно, второе, третье у нас... Третье так себе. Первое, второе. У Техрона первое, второе лучше всего. Просто давайте его поднимем. Так, а какие нам тут даются... Ну да, это 2 на сейв, этот просто дизейблер, этот сейв, тут урон. Да, урон и фрост тоже урон. Давайте смотреть, что нам дает фрост. Улучшенная. Раз в некоторое время боец накладывает на 3 случайных бойцов противника, приоритетных химиков, эффект глубокой заморозки на 3 секунды. В это время замороженные бойцы не могут двигаться и атаковать, и у них на 3 секунды увеличивается время перезарядки всех способностей, кроме комплектных. Когда эффект глубокой заморозки заканчивается, цели и способности взрываются и получают 300 тысяч химического урона. А также из них вылетают ледяные снаряды в 2 ближайших бойцов противника. Снаряды при попадании наносят 400 тысяч химического урона, увеличивая перезарядки способностей экипировки и спецсредств целей на 3 секунды. Накладывает на них окоченение, скорость атаки окоченевших бойцов снижается на 45% на 3 секунды. Неплохо. Очень неплохо. В течение всего боя все замороженные бойцы противника получают 35% больше урона. Также каждую секунду все замороженные бойцы противника получают 200 тысяч химического урона. Ну, такое себе. Да, разочаровал. Шоковая заморозка. Когда боец замораживает бойца противника, он также накладывает распад на броню цели и всех бойцов противника в небольшом радиусе вокруг нее. При распаде боец получает, тут распаду прям
много у кого, я как понимаю, будет. Получает 300 тысяч чистого урона, и его химическая защита снижается на 35% на 3 секунды. Максимум 3 эффекта. Также этот боец противника получает 400 тысяч химического урона в течение 3 секунд. Способность срабатывать не чаще, чем раз в 1 секунду. Ну, нормально. Неплохо, я бы сказал. Зимняя пурга. Раз в некоторое время по полю боя проносится морозный вихрь. Когда вихрь проходит сквозь союзного бойца, он увеличивает все параметры этого бойца на 50% на 5 секунд. Все. Его можно добавлять в позицию. То есть, если заморозка еще это крутая штука, просто можно сказать, то увеличивать параметры всех бойцов на 50% это прямо, я не знаю, это какая-то супер-мега-имба, я бы сказал так. Когда вихрь проходит сквозь бойца противника, на цель накладывается один из следующих эффектов. Если цель была заморожена, то с нее снимаются все щиты или эффекты, снижающие получаемый урон, и цель получает чистый урон в размере 25% от своего максимального запаса здоровья. Хорошо. Если цель не была заморожена, то с нее снимается 5 случайных положительных эффектов. Вот это жестко. Цель получает 450 тысяч химического урона, замораживается на 2 секунды. В это время она не может двигаться и атаковать. Также на 2 секунды увеличивается время перезарядки способностей, экипировки спецсредств цели. Да. Фросту в отряде быть. То есть я думаю, Каразон хорош, Нексус, Тихрон в минус, Фрост плюс. Да. Пирон. Он, я как понимаю, будет у нас маленький поджигатель Веселун. Причем такая оружие, как оружие большое такое. Прикольно выглядит, интересно. Огненная сеть. Раз в некоторое время боец поджигает всех бойцов противника. Горящим бойцам противника наносится 565 тысяч химического урона, а их исцеление снижается на 45% в течение 4 секунд. Ну, в начале прямо боя это хорошо, если будет. Лесной пожар. В течение всего боя химическая защита и химическое пробитие и знание химии бойцов увеличено на 15%, а получаемый бойцом урон уменьшен на 10% за каждого горящего бойца противника. Максимум 8 эффектов. Ну, не знаю. Такое себе. Усиление пламени. В течение всего боя весь получаемый горящими бойцами противника урон увеличен на 20%. Также каждую секунду все горящие бойцы противника получают 150 тысяч чистого урона. О, вот это уже хорошо. Вот это правда хорошо. То есть мы поджигаем их в начале боя на 4 секунды. Они получают химик урон. И поверх этого они каждую 4 секунды, то есть за 4 секунды получают 600 тысяч чистого урона. Неплохо. Но пока остальные мне нравятся больше. Когда здоровье горящего бойца противника опускается ниже 15%, владелец спутника мгновенно убивает этого бойца. Так. Я не знаю, мне надо тут задний ход включать или как, потому что... Круто, хотя способность срабатывать не чаще, чем раз в 6 секунд. Все. Перрон, счастливо оставаться, чувак. Я с тобой не дружу. Раз в 6 секунд это полная фигня, если честно. Там ничего такого. Спарк. Электричество у нас. Давайте прокачиваем его дальше. Шоковая терапия. И увеличиваем сразу же на улучшенную. Переходим. Раз в некоторое время боец наносит 3 случайным бойцам противника химический урон в размере 20% от максимального запаса здоровья целей. И накладывает на них электроимпульс на 5 секунд. Каждый раз, когда боец под электроимпульсом использует способность, его ударяет электрический заряд, нанося ему и всем бойцам противника в небольшом радиусе вокруг него 300 тысяч химического урона. Также все задетые бойцы противника оглушаются на 1,5 секунды. Помимо этого, у основной цели способности снижается физическая химическая защита на 25% на 4 секунды, и она получает 375 тысяч химического урона в течение 4 секунд. Ну, в принципе, неплохо. Для первой способки, я бы сказал, даже, можно сказать, круто. Там, громовержец, мини-громовержец, вот. В течение всего боя химическая защита и химическое пробитие знаний химии бойцов увеличено на 15%. А получаемый бойцом урон уменьшен на 15% за
каждого наэлектризованного или находящегося под эффектом электроимпульса бойца противника. Максимум 8 эффектов. Ну да, в принципе, 8 бойцов, 8 эффектов. Ну, нормально. Уменьшает урон на 80%, считает вообще. Жесть какая-то. Смотрим дальше. Статически за разряд. Каждые 1,5 секунды боец бьет разрядом в каждого наэлектризованного или находящего под эффектом электроимпульса бойца противника, нанося целям 475 тысяч чистого урона. Этот урон игнорирует читы и эффекты, снижающие получаемый целями урон. То есть, смотрите, у нас есть громовержец, который настреливает электроимпульсами и электричеством, плюс вот этот вот спарк. Мы их скрещиваем. Если у вас живучий громовержец, то они просто будут наносить какой-то невменяемый огромный урон. Хотя больше тут смахивает на химика какого-то, потому что знание химии увеличивает. Поэтому, ну, не знаю. Как тут будет? Вот прям мощная заявка. Хорош спарк, правда хорош. А тут прям огроменная простыня текста. Раз в некоторое время по полю боя проносится электрический вихрь. Когда вихрь проходит сквозь союзного бойца, он увеличивает все параметры этого бойца на 50% на 5 секунд. Еще раз увеличение. Ого! То есть это не уникальная фишка у того была. Понял. Когда вихрь проходит сквозь бойца, на него накладывается один из следующих эффектов. Боже, какой огромный текст. Если цель была наэлектризована или находилась под эффектом электроимпульса, то она и все бойцы противника в небольшом радиусе вокруг получают чистый урон в размере 20% от своего максимального запаса здоровья. Этот урон игнорирует щиты и эффекты, снижающие получаемый целями урон. На основную цель накладывается электроимпульс на 5 секунд. Каждый раз, когда боец под электроимпульсом использует способность, его ударяет электрический разряд, нанося ему и всем бойцам противника в небольшом радиусе вокруг 300 тысяч химического урона. Также все задетые бойцы оглушаются на 1,5 секунды. Помимо этого, у основной цели способности снижается физическая и химическая защита на 25% на 4 секунды. И она получает 375 тысяч химического урона в течение 4 секунд. Очень много урона, понял. Если цель не была наэлектризована, то она и все бойцы противника в небольшом радиусе вокруг получают химический урон в размере 15% от своего максимального запаса здоровья. Также основная цель электризуется на 5 секунд. Когда наэлектризованный боец противника будет использовать способность, он будет оглушаться на 1,5 секунды. Ну, я хочу вот это, конечно, чтобы активировали, потому что оно более профитно. Ну, Спарк неплох. Неплох, но не самый лучший. Прокачиваем. Отлично. Орбитус. Ну да, тут камера и 2 таких вентилятора у него стоит. Ну или двигателя, да. Раз в некоторое время накладывает паралич на 3 случайных бойцов противника на 3 секунды. В это время они не могут двигаться и получают на 40% больше урона. Также цели получают 500 тысяч физического урона в течение 3 секунд. Тут не могут просто двигаться или как? То есть и атаковать. Хотя про этого не было речи. Мощная фокусировка. В течение всего боя урон, крит, физическое пробитие и меткость бойца и всех союзных стрелков увеличены на 15% за каждого парализованного бойца противника. Максимум 8 эффектов. Поехали дальше. Мне пока не нравится он, потому что урон, конечно, круто. Это больше на стрелков. Да, для стрелков вот этот чувак. Когда боец противника получает паралич, владелец спутника наносит ему и всем бойцам противника в небольшом радиусе вокруг чистый урон в размере 20% от максимального запаса здоровья парализованного бойца противника. Способность срабатывать не чаще, чем раз в 1 секунду. Мне не нравится он. Если в ульте что-то прям дичайшее не будет, то полная фигня. Раз в некоторое время, в течение 6 секунд, каждые 1,5 секунды от 1 до 3 случайных целей противника падает снаряд. Цель получает 500 тысяч чистого урона, а все ее параметры снижаются на 15% на 5 секунд, максимум 4 эффекта. Также снаряд парализует цель на 3 секунды, в это время она не может двигаться и получает на 40% больше урона. Ну, что я могу сказать? Начало мне не понравилось, это уже получше, но опять же пока не топ. Ну, из всех, которых я вот посмотрел сейчас,
Мне понравился Corazon, Nexus, Frost. И последний это Магнитрон у нас. Смотрим на него, что он даст нам в последнем своем показателе. Улучшенное. Раз в некоторое время при получении бойцом противника щита или эффекта, снижающие получаемый урон, владелец спутника снимает с цели все щиты и эффекты, снижающие получаемый урон, и наносит ей 600 тысяч физического урона. Да, это, считайте, он чисто убивает одну цель. Нормально, нормально. В течение всего боя, если на бойце противника есть щит или эффект, уменьшающий получаемый урон, то весь получаемый урон этим бойцом противника увеличен на 25%. Также каждую секунду все бойцы противника, на которых есть щит или эффект, уменьшаемый получаемый урон, получают чистый урон в размере 5% от своего максимального запаса здоровья. Этот урон игнорирует щиты и эффекты, снижающие получаемый целями урон. Ну, в принципе, неплохо. Инверсивный выброс. Раз в некоторое время, в течение 4 секунд, каждую секунду боец снимает со случайного бойца противника 4 случайных щита или эффекта, снижающие получаемый урон, и наносит ему чистый урон в размере 15% от максимального запаса здоровья цели. Этот урон игнорирует щиты и эффекты, снижающие получаемый целью урон. Владелец спутника восстанавливает здоровье в размере 50% от нанесенного способностью урона. Ну, что я могу сказать? На одну цель, вот, почему не на всех? Вот я хочу сказать, вот видно то, что не на всех прямо. Раз в некоторое время боец снимает со всех бойцов противника по 5 щитов, по 5 щита или эффекта, снижающих получаемый урон, и наносит им 400 тысяч чистого урона в течение 3 секунд. Этот урон игнорирует щиты и эффекты, снижающие получаемый целями урон. Также, если любой боец противника умрет в течение 4 секунд после получения урона от этой способности, то он не может быть реанимирован. Но, в принципе, Магнитрон для стрелка будет полезнее, чем вот Орбитус, я считаю. Это мое мнение, конечно, сугубо мое мнение. И я могу что сказать? Corazon, Nexus, Frost, Spark хорош тоже. Можно. То есть у нас сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5 и... Ну, в принципе, плазмид, он неплох просто. Хотя вместо плазмида можно опять же использовать Пирона, к примеру, чтобы он гарантированно ультой убивал одного бойца чужого. Вот. Как-то так. Да. Вот шестерка самых-самых наших спутников. Конечно же, у нас есть предложения, вот они, достаточно такие дорогие, по моему мнению, немножко, но тут нормально, уже подешевле. Конечно же, можно также повысить, и повысить можно в магазине. Вот, 500 крипты стоит ящик спутников, мы можем его открыть и прокачивать наших спутников, конечно же. Ребята, длинное видео, с вас лайк, комментарий обязательно. Также разыгрываю крипту, как обычно. Ставьте лайк, отписывайте ваш ID. YouTube иногда стирает ваш ID, поэтому добавляйте разные символы, но так, чтобы было читаемо. На данный момент это все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. И не забывайте про розыгрыш 250 крипты и мой промокод.